Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня я снова на пути к своей землянке. Каждый раз, когда я выхожу пешим походом через лес, я стараюсь идти новым маршрутом, чтобы увидеть какие-то новые места, может что-то интересное заснять. Накануне вечером, просматривая комментарии к видео, я обратил внимание на один из них. Там было сказано, что когда ты идешь по лесу, не надо так много снимать дороги, ничего интересного в этом нету. Но я как бы прислушался и особо решил дорогу не снимать. А зря, потому что, выходя из-за очередного холмика, я увидел такую картину. Около 10 косуль стояли, все повернулись, смотрели на меня. Метрах буквально в 10-15 впереди. Пока я полез в карман за камерой, включил ее, от них уже и след простыл. Поэтому вот такую вот допустил ошибку, так как пока я начинающий блогер. Теперь буду знать, что камеру нужно всегда носить в снаряженном, готовом к работе состоянии. Но все равно не зря пошел новой дорожкой. Нашел несколько бревен, заготовленных мной, о которых я уже и забыл. Поэтому сейчас отнесу рюкзак, тут уже совсем недалеко осталось до землянки. И приду, заберу эти бревна. Ну вот я и внутри землянки. С печкой все в порядке. Главное, что она на месте. Глина сильно не трескается, да практически вообще не трескается. Ничего не отваливается. А это самое главное, потому что сегодня я планирую провести ночь в землянке. А что мне для этого надо? Это закрыть вот эти вот открытые стены и завесить дверь. Вот эту стену я постараюсь максимально еще поднять бревнами, сколько успею сегодня. А вот эту пока полностью закрою ПВХ тканью, прибью степлером. И дальше уже постепенно буду добавлять бревна, потому что сегодня однозначно не успею. А переночевать я уже решил. Поэтому сейчас беру лопату, очищаю здесь место под кровать, немного все это раздвину. Как вы видите, я уже повыносил весь хлам отсюда. Буду немножечко наводить порядок, но до генеральной уборки еще далеко. Закрывать эту стену буду в последнюю очередь, потому что сейчас хочу расчистить здесь площадку под кровать, убрать лишнюю землю, и чтобы ее не обносить ведрами, а сразу сейчас выкину через этот проем. Еще я решил заблаговременно запастись глиной, замочить ее водой, чтобы к вечеру, когда потемнеет, я уже не смогу выполнять какие-то работы по темному, а внутри включу лампочку и буду потихонечку обкладывать печку и дымоход камушками. Поэтому сразу замачиваю глину и засыпаю прибоем. Приносит вот такой вот мелкие камушки и поломанная ракушка. Это очень хорошо армирует глину и не дает ей сильно трескаться. Ну вот кровать на месте, стены уже зашиты. Все это заняло немного времени. Полностью пол я не спланировал, потому как вот этот бугор, он полностью из глины. И чтобы его хорошенько выровнять, займет много времени, поэтому займусь этим в следующий раз. А сейчас я буду заделывать вот эти щели огромные в стенах. Изначально я хотел все щели конопатить с помощью глины, но понимаю, что эта работа не быстрая и отодвинет мою ночевку в землянке на неопределенный срок. Я решил прибегнуть к помощи монтажной пены. Сейчас, конечно, может кто-то и сказать, что же это будет за землянка с применением пены. Ее нужно делать исключительно из глины и палок. Но я уже отвечал кому-то в комментариях, что я не претендую на звание какого-то супервыживальщика, который будет кушать желуди и земляных червей, а ночевать в мороз в берлоге у медведицы. Это в лучшем случае у медведицы, хуже когда с медведем. Так вот, я не планирую отказываться от благ цивилизации, таких как аккумуляторы, солнечные панели, мобильные телефоны,
и еще много чего. В том числе и, конечно же, монтажная пена меня сейчас выручит, и я намного быстрее смогу законопатить все эти дырки. Поэтому не ожидайте от меня каких-то супер способностей. Я не планирую гробить свое здоровье. Мне просто-напросто нравится отдыхать на природе, проводить здесь как можно больше времени, наслаждаться тишиной или наоборот звуками природы, пением птиц, шумом прибоя. А кроме того, возможно, не все знают, что множество так называемых выживальщиков, которые там уходят в лес на сутки переночевать, ну, типа выживание 24 часа. Я думаю, что очень много из них, выкопав какую-нибудь ямку, накрыв ее еловым лапником, укладывается там на ночь и буквально через 15 минут бежит в рядом припаркованную машинку, чтобы в тепле комфортно достаточно переночевать. Либо же вообще уезжает домой на ночь, а утром приезжает, где снимает материал. Так что вовсе не стоит верить всему, что видите в соцсетях, в ютубе и так далее. Многие видео там постановочные, поэтому а мне что-то выдумывать и делать постановки абсолютно неинтересно. Я это делаю в первую очередь для себя, потому что мне нравится такой образ жизни. Вот. Ну вот, как-то так получается. Надеюсь, что пены хватит. Сначала я задую не очень большие щели, потому что пены у меня немного. Если ее не хватит, то большие буду заделывать глиной, но это все равно будет намного быстрее, потому что основная масса уже будет запенена. И в некоторых местах я вставляю какие-то веточки, чтобы сэкономить пену. Вот как здесь, например. Первый баллон был практически пустой, и я его очень быстро использовал. И вот целый новый баллон. Я надеюсь, что мне его хватит полностью задуть все щели. И я относительно комфортно переночую сегодня здесь. Ну вот основную массу щелей я продул пеной. Думаю, сильно уже не будет тепло уходить. Есть, конечно, еще много поверху. Сюда у меня однозначно не хватит пены. Но ничего, будет вентиляция. Они не то чтобы прямо сквозные, они прикрыты тентом. Поэтому думаю, что не замерзну сегодня ночью. Остается продуть возле дымоходной трубы. Вот здесь я вставил небольшое бревнышко и сейчас пропеню монтажной пеной. А трубу я вот так изолировал от дерева минеральной ватой плотной. Думаю, что это достаточно безопасно. Вверху очень жарко уже, хотя дверей еще нету, но тепло ощущается отлично. Вот так выглядит на улице дымоход. Сверху я смастерил вот такой вот грибок из алюминиевой миски, из которой кушал Найк. Найк уже просится в лес, постоянно бегает за мной, когда я ухожу. Ну что, остается сделать импровизированные двери из баннерной ткани, заготовить дров, и я буду готов к ночевке. Ну вот, дровишки заготовлены, дверь установлена, пока временная. Следующим этапом будет нормальная деревянная дверь, и ею я займусь в следующих сериях. Печка гудит, очень тепло, не ожидал я, что будет настолько. Я ее буквально недавно разжег.
Сейчас прикрою, потому что очень жарко. Дров немного бросаю. И есть возможность в такую большую трубку целиком вот такие вот большие бревнышки загружать. Поэтому на ночь я положу вот такое бревнышко. Я думаю, что до утра оно будет леть и не даст мне замерзнуть. Ну вот так вот выглядит мое место для ночлега. На улице уже практически темно. Вот такая люстра из 2 ламп, собранная на скорую руку. Кстати, вот термометр. Я его забрал с улицы. Было 2 градуса тепла на улице. Сейчас здесь около 9, 8-9 градусов тепла. Хотя топить я начал буквально минут 40 назад, наверное. И так не интенсивно, с прикрытым поддувалом. Ну а вот ведро с глиняным раствором, которое я заготовил еще с утра, чтобы он настоялся и напитался воды. Теперь он уже готов к работе. И я буду заниматься обкладыванием дымохода и печки. Но этим я займусь после того, как смонтирую это видео, которое вы уже смотрите, чтобы сегодня успеть его выставить на канал. Ну а завтра утром я расскажу о своих впечатлениях, как я провел эту ночь в землянке, насколько было холодно или тепло, как вела себя печь, насколько долго горели дрова и так далее, какая была температура на градуснике. В общем, все это расскажу завтра. А сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто меня смотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго, до завтра.